Я скачал кучу моделей с GTrader и хочу посмотреть, насколько они хороши. Прежде чем начать, я хочу объяснить, для чего все это нужно. Я не понаслышке знаю, насколько трудно делаются автомобили. На стриме у меня ушло несколько часов, чтобы сделать эту модель, и она едва дотягивает до тех моделей, которые можно просто скачать в интернете. Лично мне не очень доставляет моделирование машин, так что пусть их делают те, кому это нравится, а я буду заниматься тем, что мне нравится — анимировать. И таким образом мы плавно переходим к нашей площадке для обзора автомобилей. Вот одна из моих любимых моделей — это Range Rover Evoque. Красиво, не так ли? Теперь давайте взглянем на нюанс. Чтобы открыть эту дверь, мне пришлось разрезать ее в блендере. Внутри машина проработана очень условно, но так задумано. Потому что если мы снимаем автомобиль со стороны, то такой проработки нам достаточно. И это также экономит ресурсы. Но на это стоит обращать внимание, если вы покупаете модель. Если вам нужен салон, обязательно уточните его наличие. Теперь перейдем к следующей модели моей коллекции. Это Гелендваген. Он как дорогая детская игрушка. Здесь можно открыть все двери, капот, даже покрутить руль. Вдобавок он неплохо так поднят по сравнению со стоком. Но честно признаться, я этот автомобиль получил не в таком виде. Я наткнулся на него случайно, и когда скачал, он был весь белый, даже внутри. Так что я немного его подраскрасил, но внутри оставил монотонным, потому что для моей сцены это было не критично. Также не стоит забывать, что большая детализация — это также большая проблема. Если поставить несколько таких автомобилей на фон, то они моментально сожрут все наши ресурсы. Поэтому для главных героев существуют одни модельки, для фоновых — другие. Например, вот эти. Такие автомобили можно ставить десятками, это все еще будет меньше полигонов, чем та моделька с Гелендвагеном. Просто и изящно. Но при этом некоторые модельки хороши сами по себе. Например, такие модельки можно ставить в игру. Но даже если автомобиль не подходит вам по каким-то критериям, не забывайте, что всегда можно доработать. Я понимаю, каково это, когда ваша желанная моделька есть только в одном экземпляре и выбирать-то по сути не из чего. Но доработка чужой модели — это первый шаг к созданию собственной. Так что желаю вам собрать себе автомобиль мечты и приятно провести время в блендере. До скорых встреч!